Осенний вечер. Железнодорожный столичный вокзал. Объявлена посадка. По перрону спешит девушка с чемоданом. Она нервно смотрит то на билет, то на номер вагона. Нашла. Уже в вагоне, разместив вещи в купе, сняла плащ и выдохнула. Ее уставший взгляд смотрит за окно. На соседнем месте, охая и вздыхая, размещается пожилая женщина, которую провожали дети. Поезд дернулся и, покачиваясь, отправился в путь. Ольга задумчиво смотрит на мелькающие столбы и крыши домов. В семье Романовых две девочки-погодки. Оля старшая и Аня помладше. Они всюду вместе, и на каток, и в кино, и во двор поиграть. Внешне очень похожи, с первого взгляда и не различишь. И только в школе сестры показали себя совершенно по-разному. Оля – внимательная и аккуратная отличница, а Аня – хулиганка и драчунья. Оля после школы спешит домой, помочь маме, ведь уроки она сделала уже в школе на перемене. Аня домой не торопится, бежит играть с ребятами. Возвращаясь поздно вечером, чумазая и растрепанная, оправдывается, что заигралась. Голодную и уставшую мать не ругает, а только ворчит. «Аня, нельзя так», — говорит мать, наливая суп. «Ты за весь день ничего не съела, а уроки когда учить будешь?» «Ай!» — машет рукой Аня и просит. «А пусть Оля напишет за меня. Она, поди, свои-то уроки давно сделала. Мам, скажи ей». Так и повелось. Оля выполняла все письменные уроки за сестру, а та носила, сломя голову, и наслаждалась жизнью. Оля закончила школу с красным аттестатом и собралась ехать в столицу поступать в медицинский, но родители не пустили. «Ты сама посуди, Оленька», — уговаривает ее мать. «Аня ни один экзамен без твоей помощи не сдаст. Останься еще на год, помоги сестре». Она повернулась к мужу. «Скажи, отец, ведь я права». «Да», — вздыхает отец. «Анька бестолковая, не то что ты. Пусть хоть школу закончит, а потом можете ехать и поступать куда хотите». «Ура!» – заорала Аня. «Мы с Ольгой вместе поступим в медицинский. Мамочка, мы выучимся и вылечим тебя». Повернулась к сестре. «Ты ведь сдашь за меня экзамены, правда?» Оля грустно вздохнула. Она любила родителей и не хотела их огорчать. К тому же у мамы больное сердце, и ей нельзя волноваться. «Ладно», – согласилась Оля. «А пока самостоятельно позанимаюсь, языки подучу». На следующий год родители проводили сестер в столицу. Обе подали документы на одно отделение. Только Олю приняли на бесплатное муниципальное обучение, а Ане с ее тройками пришлось постараться на экзаменах. Точнее сказать, старалась Оля. Она, одевшись как сестра, сдавала почти все экзамены на отлично, кроме одного. Последний экзамен сестер выпал на один и тот же день и час. Ане пришлось самой присутствовать на письменном экзамене. Весь вечер Оля напутствовала сестру, давала советы и шпаргалки, но Аня провалила экзамен. Родители очень огорчились. Теперь придется устраивать дочь на платное отделение, а денег и так нет. Аня рыдала, обвиняла во всем сестру. «Вот дрянь, она специально не пошла за меня сдавать», — ругается Аня. «Могла же поменяться с кем-нибудь, а не поменялась. Мам, что теперь будет?» «Оленька, зачем ты так?» — укоряет мать. «Вы же сестры, должны помогать друг другу». Родители взяли кредит и устроили Аню на платное отделение. Оле дали комнату в общежитии, где она договорилась о том, что ее сестра будет жить с ней в комнате. Но Аня снова закатила скандал. «Здесь шумно, никаких условий для учебы», – жалуется она матери. «Мам, пап, снимите мне квартиру или комнату». «Ты совесть имей, и так уйма денег идет на твое обучение», – возражает Оля. «И что?» – разревелась сестра. «Мне теперь в неучах оставаться? Мам, ты хочешь, чтобы я пошла в уборщицы, как тетя Дуся, что моет подъезды?» «Не плачь, доченька», – утешает отец и укоризненно смотрит на Олю. «Что-нибудь придумаем». Сняли Ане однокомнатную квартиру. Предполагалось, что обе сестры будут жить вместе и помогать друг другу. Но Аня категорически отказалась.
чтобы Ольга жила с ней. «Мам, ну и пусть живет у себя в общаге», — говорит она. «Чего место будет пропадать? Мало ли что. А я и сама справлюсь, не маленькая. Работать пойду». Действительно, Аня устроилась официанткой в кафе. Оля забегала к сестре, пополнить ее холодильник продуктами, прибраться, постирать. Об этом убедительно просила ее мать. В очередные каникулы, когда сестры приехали домой, состоялся серьезный разговор. На этом настояла Аня. «Пап, мам, я думаю, что хорошую работу можно после института найти только в столице. Вы согласны?» Неожиданно начала Аня. «Ты это к чему, дочь?» спрашивает отец, подозревая подвох. «А к тому, что нам с Ольгой надо свое жилье покупать в столице». Все открыли рот от удивления, а Аня продолжила. «Знаю, знаю, денег нет, но мы можем подрабатывать и копить деньги. Ольга вообще на бесплатном, да еще стипендию получает. Пусть тоже идет работать, так мы быстрее скопим». Все переглянулись. Какой-то смысл в этом был, но сколько лет понадобится, чтобы купить квартиру в столице? Нереально. «Вы же тоже копите», — вдруг выдала Аня. «Я знаю, на похороны. Помрете еще не скоро, а деньги нам сейчас нужны. Отдайте нам их сейчас. Так понятно?» «Доченька, мы же все для вас с Олей делаем», — растерялась мать. «Потом тебе еще столько учиться, а вдруг с нами что-то случится?» Аня сделала обиженную физиономию и отвернулась. По возвращению в город сестры договорились, что деньги, что зарабатывают, будут хранить в съемной квартире, где живет Аня. Комната в общаге для этого слишком ненадежна. Оля устроилась лаборантом в институте и еще дает уроки для поступающих в вузы. Желающих оказалось много. Отныне сестры почти не видятся. Оля бежит после занятий на работу, а потом к ученикам. По выходным приносит деньги в съемную квартиру, а если не застает Аню, то просто оставляет их в шкатулке. За год сумма оказалась внушительная, достаточно, чтобы внести первоначальный взнос для ипотеки. Оля замечает, что Аня пропускает лекции, завалила несколько экзаменов, того и гляди отчислят. Пришла к сестре в пустую квартиру, чтобы поговорить. Готовит обед, а сама поглядывает на часы. Поздно, в общежитии могут не пустить. Клацнул замок, послышались голоса. Оля выглянула в коридор. В дверях подвыпившая сестра и незнакомый парень. Они обнимаются. Оля покашляла. «Опа-на!» — воскликнул парень, разведя руки и расплывшись в довольной улыбке. «Ты не одна сегодня? Отлично!» «Оля?» — растерялась сестра и посмотрела на партнера. «Аня, в чем дело?» — спрашивает строго Ольга. «Ты пропускаешь лекции, не сдала последний экзамен, решила бросить учебу?» «Какую учебу, детка?» — спрашивает пьяный, крепко обнимая Аню. «Я ее уже всему научил». «Тебе пора уходить», — отвечает Аня. «Поспеши, а то закроют общагу, где ночевать будешь?» Аня сняла с вешалки куртку сестры и протянула ей. Ольга не сообщила родителям, что у Ани поменялись планы на учебу, не хотела расстраивать и без того переживающую мать. Но скоро все всплыло. На 3-м курсе под Новый год приехали родители, привезли гостинцы и деньги Ане на обучение. На вокзале их встретила Оля. «Ой, доченька!» — кинулась к ней со слезами и объятиями мать. «Как ты похудела! Не болеешь? Как учеба у Ани? Она уже 2 месяца не берет телефон. Мы с отцом не можем до нее дозвониться». «Не знаю, мам», – пожала плечами Ольга и взяла сумку из ее рук. «Я сама ее давно не вижу. Приходила в прошлые выходные, не застала ее дома, оставила деньги и продукты в холодильнике и ушла». Когда Ольга открыла двери в квартиру, то сразу обратила внимание на разбросанные вещи на полу. «Ой!» – закричала мать и схватилась за лицо. «Нашу девочку обокрали! Полиция!» «Погоди, мам!» – успокаивает ее Оля, проходя в комнату. «Присядь здесь на диван». По щекам женщины текут слезы, а перепуганные глаза осматривают комнату с открытыми шкафчиками и книгами на полу. Оля бросилась к шкатулке. Пусто. Нет драгоценностей,
Сестры хранили их вместе в серванте. Окинув комнату, девушка заметила, что нет и вещей сестры вместе с чемоданом. Так, догадалась она, похоже, это не ограбление. Аня сама забрала деньги и с вещичками уехала. «Оля, что ты такое говоришь?» – спрашивает мать и обращается к мужу. «Слава, ты скажи ей, Анечка не могла, это же ваши деньги на квартиру». «Мам, я сейчас ей позвоню», – отвечает Оля. «Минуту. Пап, налей маме воды, там, на кухне». Ольга долго пытается дозвониться, но сестра не берет трубку. Наконец получилось. «Алло, кто это?» – отозвался сонный голос. «Алло». «Аня, это я, Оля», – говорит она, поставив телефон на громкую связь. «Здесь мама и папа. Ты где? У тебя все в порядке?» «Ольга», – смеется заплетающийся голос. «У меня все великолепно. Мы с Аликом на море. Тут так красиво. Всю ночь в баре зависали, а потом на пляже». Родители перепуганно смотрят на Ольгу. «Ты зачем забрала наши деньги, что копили на квартиру?» – спрашивает она. «Передумала покупать жилье в столице?» «Ольга, ты же понимаешь, что квартиру купить надо много денег. Вкалывать, вкалывать и вкалывать». Слышны голоса и музыка. «А я хочу жить здесь и сейчас». «А институт?» – уточняет сестра. «Ты же хотела стать врачом». «Ольга, я сейчас хочу жить. Мне хорошо», – кричит она. «Передай маме и папе, что у меня все хорошо». Гудки в трубке. Мать схватилась за сердце. Оля ежедневно после занятий бежит в больницу к матери, где сменяет отца. Он идет домой в съемную квартиру отсыпаться. Состояние матери очень тяжелое, нужна дорогостоящая операция, а денег больше нет. Спустя месяц мать скончалась в больничной палате на руках у мужа. Когда Оля прибежала, отец сидел в коридоре с каменным лицом. На маминой койке меняли постельное белье. Дозвониться Ане сестра так и не смогла. Пропала. Похоронили маму в родном городе, скромно и тихо. Отец сник и как-то весь сжался, как засохший лист. Стал маленький, беспомощный и одинокий. Оля просит отца поехать с ней. «Пап, ну что ты один будешь делать?» – просит она. «А вдвоем нам веселей. Я за тобой присмотрю, а ты за мной». Отец поднял на дочь безразличный взгляд и молча покачал головой. Весной объявилась Аня. Телефон зазвонил прямо на лекции. Оля заглушила звук и выключила его. После лекции позвонила сестре. «Объявилась блудная», – начала она сердито. «А ты знаешь, что мама умерла?» «Оля, помоги!» – крикнула сестра, раздался шум и телефон выключился. Девушка пыталась дозвониться, но не смогла. Она не знает, как сказать отцу и что делать дальше. Сплошные загадки. Утром, заходя в аудиторию на лекцию, ей позвонили из родного города. «Оля, это тетя Дуся», – откашлившись, начала женщина. «Ты понимаешь, тут такое дело». «Что там, тетя Дусь?» – спрашивает она. «Что-то с папой?» «Оленька, папа умер вчера. Инсульт». Ольга зарыдала. Нет сил держать в себе боль и отчаяние. Нет сил. Она теперь совсем одна. Вокруг собрались студенты. Подошел профессор. «Идите, Романова», – похлопал ее по плечу. «Зачеты сдадите потом, когда вернетесь. Поезжайте домой». Оля вышла из аудитории и, как пьяная, поплелась, покачиваясь по пустому коридору. Ноги не слушаются, перед глазами пелена. Она чувствует, как проваливается куда-то, и сильные руки ее хватают. Очнулась на кушетке больницы. Врач со шприцом склонилась над ней. «Сейчас станет легче», — говорит она кому-то. «Такая молодая, а стресс, как будто жизнь прожила». У нее отец умер, а еще недавно мать умерла, говорит мужской голос. Сестра пропала. Проблемы. Оля повернула голову и посмотрела на симпатичного молодого мужчину. Его лицо ей показалось знакомым. «Вы кто?» – спрашивает девушка, озираясь по сторонам. «А где я?» «Я Костя», – улыбается он. «Вы меня не помните?
Мы встречались на кафедре. Я аспирант. А сейчас мы в нашем медпункте. Вам стало плохо. Я слышал вашу историю и готов вам помочь. О чем вы? Не понимает она. У вас умер отец. Я готов взять на себя похороны, если вы не против. Спокойно и уверенно говорил он. Прошло 2 года. Ольга и Константин поженились. Теперь она живет в его доме на окраине Москвы. Родился сын Дима. Няня заглянула в комнату Оли. «Вы просили принести сына?» — говорит она. «Мальчик спит. Хотите сами погулять с ним? Проснется? Я вам скажу». «Хорошо, Зина, идите», — отозвалась она задумчиво. Последнее время ее мучают кошмары. Снится сестра Аня и зовет ее. Оля написала заявление в полицию о пропаже сестры, но нет никакого результата. Неожиданно позвонили с незнакомого номера. «Вы разыскиваете сестру Аню?» – спрашивает мужской голос. «Да», – опешила Ольга. «А вы кто? Где Аня? Она у вас?» Мужчина продиктовал адрес в соседнем городке и попросил срочно приехать. Поезд покачивает вагон, наводя сон, и веки сами слипаются. Ольга закрыла глаза и вспомнила, как муж Костя предостерегал ее и предлагал поехать с ней. Она вздохнула и легла на бок. «Что же ты натворила, сестренка? Почему такая таинственность? Где ты была столько времени? Надеюсь, что тебе с Аликом весело». На вокзале ее встретил пожилой мужчина, на вид цыган, шляпа, жилетка, сапоги. «Вы Оля?» – спросил он. Женщина кивнула, открыла рот, чтобы спросить, но он поманил ее рукой за собой, развернулся и быстро зашагал прочь. Она едва успевает за незнакомцем, что плутает по узким переулкам, неожиданно остановился у частного дома и тихо постучал в двери. Выглянула пожилая цыганка и поклонилась ему. Они тихо переговорили о чем-то. Женщина быстро нырнула обратно в дом, а через минуту вывела 2-летнюю девочку в лохмотьях попрошайки. «Это Карина», — показал головой цыган. «Дочь Ани. Сама Аня умерла при родах. Девочка работает на вокзале». Оля открыла рот и вопросительно глянула на мужчину. Ее сердце сжалось, и к глазам подступили слезы. Черноглазая, кудрявая девчушка в длинном балахоне до земли напоминает отдаленно Аню. Тот же взгляд. Не мог я раньше ее вернуть. Понял он ее вопрос. «Алик – мой сын. Он женится завтра. А девочка новой жене не нужна. Не хочу, чтобы крошка страдала. Забирайте ее. Увозите немедленно». «Дедуська, это кто?» – спрашивает малышка, внимательно разглядывая Ольгу. «Это сестра твоей мамы», – отвечает мужчина и перекладывает руку девочки в ладонь Ольги. «Иди, ты теперь будешь жить с ней». Прошло 7 лет. Ольга и Костя воспитывают сына Димку и его сестру Карину. Дети вместе ходят в школу, как когда-то сестры Оля и Аня. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.